Несмотря на свой довольно солидный возраст, за 60 лет, один из римских триумвиров Марк Лициний Крас стремился доказать, что его полководческий талант не уступает талантам таких полководцев, как Цезарь и Помпей. Его постоянно терзала нереализованная в полной мере мания величия. Поэтому летом 54 года до нашей эры возглавляемые им римские войска, перейдя Евфрат, вторглись в Парфию. Поводом ко вторжению послужила междоусобная война двух братьев Орода и Митридата за Парфянский престол. С наступлением осени Крас отступил на зимовку в Сирию. Попытка мирных переговоров между Ородом и Красом не увенчалась успехом. Поддержать Краса в предстоящей войне обещал царь Армении Артаваст, но он не смог этого сделать из-за того, что Ород предусмотрительно разделил свою армию, направив значительную часть войск в Армению, чтобы предотвратить соединение армян с римлянами. Однако армия Краса пополнилась отрядом гальских всадников, которых Красу прислал Юлий Цезарь. Итак, в апреле 53 года до нашей эры боевые действия возобновились. У римлян было 7 легионов, 4000 конницы и 4000 легкой пехоты. Общая численность римского войска оценивается в 40 000 человек. Кстати, примерно такое же по численности войска было у Александра Македонского, с помощью которого Александр сумел разгромить Персидское царство. Парфяне же имели не более 10 000 конных лучников и всего 1000 катафрактариев из личной царской дружины. Ими командовал опытный военачальник Сурена. 9 мая авангард римского войска, шедшего на восток, был атакован парфянской конницей. Чтобы противодействовать окружению на открытой местности, римляне перестроились из линий в каре и, несмотря на жару, быстро двинулись дальше. На быстром марше с грузом более 50 килограммов при нехватке воды воины быстро обессилели, но амбициозный Крас, спешивший быстрее добыть себе лавры победы, не позволил солдатам как следует отдохнуть перед битвой. Парфянская конница с юго-востока обрушилась на правый фланг римлян, которым руководил сын Краса Публий. Не подходя на дистанцию ближнего боя, в котором римляне были сильнее, парфянские всадники начали массированный обстрел из луков плотного римского строя. Крас попытался отогнать парфян силами легкой пехоты, но ее атака была легко отбита градом парфянских стрел. Всадники отступали, продолжая пускать стрелы, а легкой пехоте пришлось тоже отступить, поскольку догнать всадников пехотинцы не могли. Чтобы отогнать конных лучников, римляне предприняли попытку контратаки с помощью отряда тяжелой пехоты и легкой конницы во главе с сыном Краса Публием. Однако этот отряд сначала заманили вперед лучники парфян, а затем отрезали от основного войска катафракты. Попытка гальской конницы отогнать катафрактов не удалась, так как легкая конница не могла на равных сражаться с тяжелой и пала в неравном бою. Далее ослабленный передовой римский отряд, засыпанный градом стрел, был полностью уничтожен атаками катафрактов. Парфяне убили Краса Публия, отрезали его голову и, насадив на копье, продемонстрировали основному римскому войску. Естественно, это снизило дух римской армии. Затем парфяне атаковали основные силы римлян, возобновив обстрел. При этом применялись стрелы с бронебойными наконечниками, пробивавшими щиты римлян. Такие стрелы кочевники Центральной Азии обычно применяли против катафрактов. Римляне построились черепахой, но их расчет на то, что у парфян вскоре закончатся стрелы, не оправдался. Оказалось, что запасы стрел постоянно пополняются с навьюченных боеприпасами верблюдов, находящихся поблизости поля сражения. Парфянские стрелы в основном поражали незащищенные доспехами руки и ноги римлян, но, получив многочисленные ранения, римские солдаты сильно страдали, теряя боеспособность. Их также изрядно мучила жара и жажда. Следует отметить, что парфянские катафракты не сыграли в битве при Карах решающую роль. В 52 и 38 годах до нашей эры парфянская тяжелая конница также проявила относительную слабость в ближнем бою с римской тяжелой пехотой. Дело в том, что в те времена еще не были изобретены стремена, помогавшие всадникам крепко держаться в седле при скоростной конной атаке. Поэтому по сравнению со средневековыми рыцарями удар катафрактов не был столь сокрушителен. К ночи парфяне отступили. Крас, потеряв ударную часть своей армии, а именно всадников Публия, решил отступить к Карам, бросив в лагере 4000 раненых легионеров, которых парфяне перебили на следующее утро. Отступление римлян отнюдь не было организованным.
4 когорты легата Варгунтея сбились с пути и были истреблены парфянами. 10 мая римляне вошли в город Кары, где их настигло войско Сурены. Парфяне потребовали выдачи Краса, взамен за это обещая остальным свободное отступление. Не дожидаясь предательства, Крас решил бежать в Армению, но все же был предан проводником грекам Андромахом и вскоре погиб на безуспешных переговорах. Голова Краса была отправлена царю Ороду II. Считается, что в поражении римлян важную роль сыграл климатический фактор, ведь жара в Междуречье достигала 38 градусов по Цельсию, а италики армии Краса ее плохо переносили. Но главными причинами поражения все же являются отсутствие четкого стратегического мышления со стороны командования, недооценка парфян, которых римляне считали слабыми варварами, а также особенностей местности. Это и привело к катастрофическим для римского войска последствиям. Из 43 тысяч принимавших участие в битве римлян, половина погибла, четверть бежала и еще четверть попала в плен и была переселена в Маргиану. Согласно одной из легенд, самого Краса парфяне казнили жестокой казнью, влив в горло расплавленное золото. Такая казнь была символичной, поскольку Крас на Востоке был широко известен своими вымогательствами и ненасытной жаждой наживы. Парфянское войско во главе с Суреной показало пример продуманной военной тактики, позволившей разгромить сильного противника. Это поражение привело к вынужденному перемирию Рима с Парфией и в конечном итоге к прекращению агрессивной экспансии Рима на восток. Фактически битва при Карах спасла самобытность восточного мира, предотвратив захват азиатских территорий с их неминуемой романизацией.